Привет! Вам понравился прошлый выпуск о мурашах, и вот мы сделали новое видео про их развитие. Несмотря на то, что многие критиковали наш домик в виде чашки Петри, муравьи чувствуют себя там достаточно уютно. Со времени последнего видео в колонии из куколок родились еще 2 новых муравья, а пачка крохотных яиц продолжила развитие. Через некоторое время они поделили домик на несколько зон. В одном месте мураши хранят потомство, рядом складывают запасы еды. А в другом конце сделали свалку, куда сносят весь мусор. Обратите внимание на полосы, которые муравьи сделали на стенках чашки. Они выделяют специальный запах, и таким образом муравьи обозначают определенные места, чтобы другие понимали, что это в данном случае свалка. В комментариях знатоки муравьиного дела подсказали, что этой породе не стоит давать медовый сироп, поэтому мы угостили их кусочком винограда, ведь муравьям, как и людям, для развития нужны витамины. На этом кадре мы видим, как муравей принес и предлагает сородичам отведать маковое зернышко. Но, похоже, желающих немного, ведь все наелись винограда. Странно, но через неделю некоторые яйца превратились в личинки, а остальные так и остались яйцами. Хотя я думал, что они будут делать это одновременно. Возможно, муравьи сами как-то регулируют этот процесс в зависимости от надобности и возможностей. Данный вид муравьев называют жнецами. Это название пошло от того, что в природе они живут в полях и питаются в основном семенами растений, которые находят и складывают у себя в муравейнике. В качестве эксперимента мы взяли семена покрупнее, чем маковые, и дали их муравьям. Посмотрите, как обрадовался один из них. И сразу начал вытаскивать самый крупный кусочек. Они еще не видели таких крупных семян и не знают, как с ними поступать. Позже в колонии должны появиться муравьи-солдаты, которые обладают крупными челюстями, способными разгрызать даже большие семена. Но сейчас мурашки не смогли с ними ничего сделать, поэтому просто повыносили их на свалку. Чтобы муравьям не было обидно, мы дали им маленький кусочек яблока, и они с радостью приняли такую альтернативу. Но знаете, что я заметил в процессе наблюдения? На самом деле их рот — это не вот эти клещи, которые мы видим. За ними есть очень маленькие щупальца, которыми они и едят. Присмотритесь внимательно. Насколько я понял, жвалы у них для обороны, переноски объектов и разгрызания пищи, но точно не для приема еды. Посмотрите еще раз, как они кушали виноград. С этого ракурса кажется, что матка просто прикасается к поверхности, но никак не ест. Сейчас у муравьев много больших личинок и еще больше яиц. Я думаю, что в следующем выпуске мы увидим значительное пополнение колонии.